Интересно так получилось, что первое оперативное обновление в марте приходится на тот самый день, когда в игре обновляется фаза. Означает ли это, что в игре появилось чуть больше контента, чем обычно? На самом деле нет, все как и всегда. Но даже так, на календаре у нас четверг, а это значит, что сегодня мы поговорим о контенте, который появился в игре и который появится в ближайшее время. Я в эти игры уже играл! Говорю, что я уже играл в них! Не проблема, приятель. Пополни Steam с нулевой комиссией на PlayRock и купи себе новые. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. 1000 товаров по низким ценам и пополнение Steam без комиссии по моему промокоду. Ссылка в описании. Вот, казалось бы, контента хоть и немного, и тот, что мы получили, не особо-то и радует, но даже в такой ситуации можно найти, за что было бы зацепиться. И пара-тройка интересных кандидатов на усиление, на то, чтобы обратить на них внимание, сегодня в игре все равно появились. И одним из таких героев сегодняшнего оперативного обновления смело можно назвать Алешандро Пато, который наконец-таки дебютирует в качестве эпического игрока в eFootball. Слухи о нем ходили еще с прошлой осени, и вот, наконец-таки он появился в качестве игрока Милана с проставленной позицией центрального нападающего и, конечно же, со стилем охотник за голами. По цифрам, конечно, не что-то прям такое выдающееся, чего мы ранее не наблюдали в игре, но, в принципе, для дебютной карточки Пата, учитывая, что он как таковой легендой-то по сути и не являлся, в принципе, разброс цифр неплохой, но, как и всегда, с навыками Konami, что называется, насрали. Из 3 игроков именно Пата стал тем самым, кого наградили только одним единственным навыком. Не самый плохой навык на самом деле, но все мы понимаем, что от нападающих мы ждем совсем другого навыка. Компанию ему в этом паке составляют не менее интересные Адриано и Дель Пьеро, и интересно не только на первый взгляд, потому что Адриано, в отличие от своей летней версии, недалеко ушел, в принципе цифры у них более-менее одинаковые, тогда как навыки, которыми наградили актуальную карточку, выглядят менее привлекательно, нежели это было у летней версии. Тогда как Дель Пьеро, наверное, единственный игрок, кто в этом паке выглядит действительно достойно. Центральный нападающий со стилем охотник за голами и, конечно же, как и всегда, с пикирующим соколом, который имеет добротные цифры для этого самого навыка. Рубрика «Команда недели» — это команда недели. В принципе, как и всегда, про нее много сказать и не получится, только за одним исключением. В кои-то веке в команде недели действительно появился высокорейтинговый игрок. И, конечно же, это амбассадор игры в лице Ламина Ямаля. 98 пунктов рейтинга с учетом активированного буста и 103 при сыгранности с некоторыми тренерами. И из этого же пака, в принципе, неплохо выглядит Салиба, потому что моделька у него добротная, вне зависимости от того, донатный это состав или же фри-то-плейный. У нас завершилась очередная фаза в рамках дивизионов. Я думаю, что большинство из вас уже забрали Давида де Хею. Кстати, пишите, достался ли он вам, или же вы все-таки не смогли попасть в необходимый топ. И, конечно же, новый игрок за прохождение новой фазы. На сей раз это Фермин Лопес. И на первый взгляд, Фермин Лопес — это действительно не тот игрок, ради которого можно было бы убиваться в дивизионах. Особенно если вы не фанат этого, скажем так, режима и в целом матчей PvP именно в дивизионах. Но это только на первый взгляд, ибо в рамках 2 своих каналов, что основного, что второго, я стараюсь быть более-менее объективным. Конечно, не без собственного субъективного мнения, но все-таки. И если посмотреть поподробнее на то, что из себя представляет Фермин Лопес, то, в принципе, не все так и плохо. Потому что, хоть у меня и не было опыта игры за его модельку, но против меня некоторые игроки действительно неплохо с ним управлялись. То есть моделька у него маневренная, легкая, во многом благодаря тому, что сам по себе Лопес невысокий, и поэтому им намного проще маневрировать. В принципе,
цифрами его также не обделили, точно так же, как и Давид де Гея, у него рейтинг 103 пункта. А при прокачке под оттянутого форварда номинальный рейтинг и вовсе будет 105 пунктов. Единственный минус, как по мне, это стиль, потому что стиль отвлекающий встречается крайне и крайне редко. Так вот, навскидку можно вспомнить разве что последнего Рауля, которого можно забрать за круг почета. Новый номинальный пак посвящен футболистам, которые в этом сезоне были заиграны на непривычных для себя позициях, и таким образом мы наблюдаем Рональда Араухо в качестве центрального нападающего, Собослая в качестве правого защитника, там Рафаэля Ляо в качестве тоже центрального нападающего, и в общем вы поняли. В принципе, концепция, неплохая, чего не скажешь про дизайн, он вырвиглазный. Ну а если бы дизайн был единственной проблемой этих карточек, позиции-то им поменяли, стили другие им тоже проставили, но про цифры как будто бы забыли. То есть эти версии игроков ничем не сильнее каких-то других кандидатов на аналогичные позиции. Поэтому и ценности как будто в этом паке не имеется. Хотя, казалось бы, вот имеются некоторые интересные варианты, как, например, младший брат Мбаппе, но нет геймфейса и нестабильная физформа. Или вот, например, Рафаэль Ляо, центральный нападающий, у него, в принципе, устойчивая моделька, но для центр-форварда, как будто бы посредственные цифры реализации. Не знаю. Новый эпический пак на понедельник, и стоит признаться, что в принципе выглядит он очень даже интересно, потому что в рамках этого набора дебютируют как минимум две новые легенды. Это легендарный голландский центрбэк Стам, игрок Манчестер Юнайтед, и уже куда менее легендарный и более мемный Томас Вермален, компанию которым составит сам по себе имбовый Петр Чех. В принципе, Стама цифрами не обидели, 106 пунктов рейтинга при полной прокачке, сама по себе на бумаге моделька также выглядит неплохо, ну и, конечно же, стиль наращивания, который позволит наигрывать его в паре с каким-нибудь разрушителем. Если, конечно, у вас и без того не имеется, например, Рио Фердинанд или последний Рафаэль Варан. Тогда как другой легендарный игрок, Томас Вермален, представляет чуть меньше интереса. Его как бы тоже цифрами-то не обидели, но по своим физическим показателям он выглядит куда менее привлекательно, скажем так, ибо рост у него всего лишь 183 сантиметра. Но при этом Konami попытались компенсировать этот момент, нарисовав достаточно высокие цифры игры головой и прыгучести. Но вопросы также вызывает и навык, которым его наградили, потому что помимо вдохновителя в защите, Вермален получит также и выверенные пасы, что на самом деле выглядит как будто бы, спорным моментом. В принципе, как и в случае с подарочным Хёйсоном.